Баир нас забрал, и сразу в первый день мы позы поели, и говорит, о, позы я так давно не ела, я говорю, я тоже хочу. Мы поели, потом нас позвала, у меня есть тетка Сима, Поближе. Серафима ее зовут, и вот она нам тоже позы сделала, потом мы поехали здесь, в Улан-Удэ, ели эти позы, и она говорит, мы наелись на целый год уже. Местные, конечно. Да. Я А говорю, как «Хорошо». общепит тебе здесь? Ну, как эти Общепит, кафе. ну, это нет. Конечно, не сравнить, потому что у них там развит общепит. У них кафешки на каждом углу, там, естественно, идет национальная, как они пишут, европейская кухня, там китайская отдельно, ну, есть итальянская, ну, в общем, все такое. Очень много кафешек. А здесь, ну, я так посмотрела, даже иногда посмотришь некуда, да, куда можно сесть. Вчера, например, мы также сидели, а тут пришлось зайти в Саван-Море, чтобы там просто перекусить. ярмарка. Пошли, она уже меня так спрашивает, ты хочешь позы? И я говорю, нет, пожалуйста. Мы взяли с ней гуляш, по-моему, тушеную капусту, что полегче. Я говорю, она одела сегодня брюки и говорит, слушай, Лариска, говорит, смотри, брюки были, как бы висели немножко на мне, а сейчас я такая, говорит, плотная стала, это все, говорит, позы. Мы так посмеялись вдвоем. И дороговато здесь? Здесь, ну, Кафе. естественно, как бы, да, дороже. Там же дешево, А дешевле. сколько стоит у вас поесть? Ну, так, Поесть? Посидеть, ну, например, ну, ты сядешь, если 2-3 тысячи, хорошо, на наши, если сядешь, это на рубли, это будет 1800, может, 2000. А, Вот так. рублей 2000. Да, рублей. Ага. А у нас в городе вот разработали такой сайт, Bismart KG называется, и там один мальчик такой сделал со скидками, в общем, все услуги. Он идет договариваться, например, с какими-то предприятиями, молодец там, какой. магазинами, кафе, все что угодно. Типа скидки, купоны? Да, скидки, купоны, и также тебе идут бонусы, ты тут же на сайте покупаешь, распечатываешь сертификат и идешь, и вот, например, ты в кафе В Москве сел, тоже так. да, в кафе сел, и вот, например, на 3 На штуки 50%, вышло, да, на 50, на да. 60% идет. И там всякие штучки, ну, которые нужны для дома, вот эти вот предметы быта, вот это мир, вот это как электроника, вот это вот, на это, ну, всевозможные, и в парке, и в кино, и лыжные базы, и на сыкулеты, в пансионаты, вот это все туда входит. Ну, очень удобно, конечно. Муаник. Так, воняет, когда тебе запах. Естественно, нормальные рукомойники, там краны есть, и все к ним прилагающиеся, там салфетки, если нет, то вот эти вот, которые сушилки для рук. Рестораны там любят так с размахом отмечать. Тои у них уже есть. Тои это, ну, праздник, независимо от того, там, например, ребенок родился, там, люльку ему там принеси, специально такой обряд есть, там, ноги, когда тут обрезать на ногах. Вот это той свадебный, той. Туи это праздник. Да, той это праздник. И либо там у кого-то юбилей, в общем, вот такое они все делают в ресторанах, естественно, там у кого-то это обязательно, это все заранее, естественно, как у нас также заказ делают, ну, с размахом, со своими обычаями, естественно. Ну, сейчас как таковое, конечно, свадьба уже современнее, но если кто-то хочет в национальном стиле, они выбирают, естественно, там есть национальные платья, у них такая шапка высокая. Да, я видела в ГУМе. Шапулё называется, шапулё. В общем, все. И он в колпаке. Колпак-то виден, Да. да. А, кстати, он был в колпаке, а она Да. просто в фате. Просто фате. Ну, это вещь чисто по-современному, наверное. Ну, колпак это они даже просто так носят на улице. В жару, Войлочный. да. Защищает от солнца. Ну да. В основном, кто там истинные патриоты, они, естественно, носят колпак того. А зимой тем более. Она же теплая, войлочная шапка. Ну, она уши же не закрывает. Ну да, уши не закрывать, но я не скажу, что там такие, знаешь, морозы были. Например, для нас предел уже -20.
20, но там, если, конечно, в купе с этим, с температурой, если с гор ветер дует, это очень холодно. А в среднем сколько зимой? Ну, так и выходит, в среднем может быть